идущая борьба за доминирование в мире, за однополярный мир, или, если называть недипломатические «пакс американо», чем-то напоминает предвоенную ситуацию где-то 30-е годы. Я не хочу проводить никаких параллелей, я не знаю, там, сравнивать ли Ливию с Эфиопией, сравнивать ли Сирию с Испанией, но какие-то параллели, какие-то аналогии просто напрашиваются. Единственное отличие, что позиция современной России намного слабее по многим параметрам, и территориально, и геополитически, и по потенциалу, и по соотношению сил, нежели это было в 30-е годы. Я бы еще одну черту отметил этой статьи. На мой взгляд, очень хорошо показано, что в современном мире перестала быть четкой граница между внешней и внутренней политикой. Было сказано, ну, казалось бы, вот вопросы, а это тоже очень важный момент, потому что не секрет, что все принципы, на которых зиждился постпостдамский, постялтинский мир, суверенитет и так далее и тому подобное, невмешательство во внутренние дела, в последние годы усилиями с помощью чего? С помощью гуманитарных интервенций, с помощью принципа прав человека, которым как Фомкой орудовали наши партнеры, тем самым девальвируя все остальные принципы международного правопорядка. Здесь мягко, корректно было заявлено: ребята, мы, конечно, за принцип приоритета и гарантий прав человека и так далее, но паразитировать на этом внутри нашей страны мы вам не дадим. Уверяю вас, международная общественность и наше внутреннее, пятое, я имею в виду, либеральное сообщество Владимиру Владимировичу этого не простит. Так же, как не простят этого намек на то, на гражданское общество, особенно тот сегмент, который напрямую связан, ну, раньше Владимир Владимирович прямо и грубо говорил о шакалищах у посольств, да, теперь он изящно и дипломатически это выразил. Вот. Этого тоже ему не простят, и я думаю, может, непосредственно называть, так сказать, эти причины не будут, но информационная кампания, удар со всех калибров и в наших, и в зарубежных медиа, я думаю, будет «Будь здоров». Обращу ваше внимание на название статьи «Россия и меняющийся мир». Владимир Владимирович именно своим очень детальным обращением к конкретным событиям на внешнеполитической арене как бы говорит нам о том, что на данном времени, историческом отрезке времени, дела обстоят именно так. Но мир меняется, друзья мои. И в самое ближайшее время автор, пусть не впрямую, но самим месседжем, главным месседжем своей статьи говорит об этом, но в самое ближайшее время смыслы поменяются. Мы должны быть готовы к нему. И вот здесь я хотела бы обратить наши всеобщие мысленные взоры к последнему разделу статьи, как говорят англичане, the last but not the least, последний по списку, но не по важности. Я бы даже дерзнула сказать, что, видимо, вот в таком глобальном смысле этой статьи может быть наиважнейший аспект, о котором автор говорит в самом завершении своего текста, таким образом, на мой взгляд, подчеркивая важность, гуманитарное измерение. В ближайшее время меняющийся мир предъявит крайне резкие и очень требовательные запросы на новые смыслы и новые идеи. И вот здесь Россия всем текстом, всей логикой текста, говорит нам автор, имеет благодаря своей культуре, благодаря своей исторической специфике стратегические преимущества, которые мы не можем не использовать.
Я солидарна здесь с ранее выступавшими коллегами, что вряд ли здесь приходится уповать и надеяться на то, что с этой ролью и миссией справится уже упомянутый здесь Росзарубежцентр и фонд «Русский мир». Здесь, наверное, нужно говорить о русском мире не как о фонде, и тем более не как о его конкретных администраторах, а о русском мире в глобальном смысле этого слова, о том, что помимо кулака в лайковой перчатке, а именно силы и дипломатии, нам нужно еще подумать о том, что у России есть ум и сердце. И эти смыслы, глобальные смыслы для нового мира, который вполне вправе и вполне может предъявить Россия, нам нужно всем миром и в ближайшее время предъявить. Вот для меня эта статья именно по посылу, по призыву и состоит в этом. Тем более, что вышла она непосредственно и сразу после выступления кандидата в День защитника Отечества перед своими сторонниками, когда он сказал: битва за Россию продолжается. Битва за Россию будет продолжаться не обязательно, не только и не столько наступательными и агрессивными методами, сколько методами нового мира, поскольку мир меняется. Тоже хотел бы сначала обратиться к названию и попытаться образно высказать ту мысль, которая говорилась уже многими участниками, потому что это те условия, в которых находится эта статья. Часть этих условий заключается в том, что в сегодняшнем мире внешняя политика из высокого искусства касты дипломатов превратилась порою даже в грубую и топорную деятельность масс, которая спокойно переходит любые границы, и сказать, где происходит грань между внешней и внутренней политикой, невозможно. В этом смысле для меня было, если рассматривать статью, опять же, в контексте некоторых действий, да, были оправдывающие действия, были важные контекстные моменты, например, по последнее решение по улучшению обороноспособности страны, контекст, который последовал после статьи, это вчерашнее решение правительства отменить монетаристскую систему оценки эффективности внешней политики, предложенную Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Но был еще один момент, важный момент, это заявление Владимира Владимировича, по-моему, это было в атомном центре в Нижегородской области, о том, что мы должны сохранить существующий миропорядок. Это насторожило. Поэтому данную статью я читал несколько с опасением. Да, желание сохранения миропорядка – это рыцарственная цель. Но не перейдет ли эта рыцарственность в камикадзе? В рыцарственность камикадзе. Честно говоря, определенные опасения у меня до сих пор сохраняются. Например, некоторые такие пассажи, опять же, в принципе, о том, что говорили, апелляция именно к существующей модели правовой системы, международной правовой системы, которая уже де-факто не работает. Демонстративный отказ от работы методами наших партнеров. Но будем надеяться, что это... При этом есть некоторые закладки, которые меня успокоили. То есть я дальше уже буду переходить по частности, усиливая меру своей компетенции. Первое, на что я обратил внимание, это отсутствие в той части, которая касается Европейского Союза, отсутствие упоминания необходимости продолжения работы о рамочном договоре с Евросоюзом. Я напомню, что предыдущий рамочный договор с Евросоюзом окончился в 2007 году. Примерно в 2009 году все-таки приступили к
к попытке разработать новое рамочное соглашение. И разработка этого рамочного соглашения до сих пор успешно ведется. И существующий ныне рамочный договор, который не устраивает в первую очередь Евросоюз, так как он дает недостаточные, по их мнению, преференции для европейских компаний на российском рынке, этот успешно буксует, работа над ним успешно буксует. Отсутствие упоминания этого договора говорит, во-первых, о том, что нельзя столь уверенно утверждать, что работники МИД РФ принимали активное участие в процессе написания этой статьи. Вот. А во-вторых, это говорит о новом подходе к европейской политике, потому что рядом же дается следующий месседж о том, что главными партнерами России, которые одинаково смотрят на мир, существуют, и которые существуют в рамках европейского пространства. Это Германия, Франция, и есть государства Евросоюза, взгляды на жизнь, которых для России неприемлемы. Обозначены четко Латвия и Эстония, моя родная, кстати, страна. Вот, и дальше, я думаю, этот список можно в некотором смысле продолжать. Таким образом, тезис, уже укоренившийся и развивающийся в Европе о создании двухскоростного Евросоюза, очевидно, в ближайшее время получит очень сильную поддержку со стороны российской внешней политики и экономики, я думаю. Второй момент, который для меня был очень основополагающим, тоже многие участники отмечали его, о том, что действительно в статье практически мимо скользь упомянуты все интеграционные процессы на евразийском пространстве. То есть были уже даны определенные трактовки, почему именно так произошло, но я получил в этой статье ответ на главный свой вопрос, который меня, если честно, долго мучил. Вот, потому что все вот эти экономические, юридические и договорные конструкции евразийского пространства для меня выглядели некой химерой, так как я не понимал, как это общее пространство может работать при наличии порою жестко в государствах жестко антироссийских этнократических элит. То есть мы можем говорить, что в некоторых странах, например, на Украине, эти элиты даже мешают вступлению, но есть и ползучие моменты, например, усиление националистической риторики в Казахстане, который является основным из моторов, усиление давления на русский язык в Казахстане. Как мог существовать единый Евразийский союз, раздробленный в гуманитарном и культурном плане? И в этом смысле ответ я получил в месседже о том, что на порядок должно быть усилено российское гуманитарное и культурное сотрудничество. Вот тут большими буквами всем нашим деятелям из русского мира и даже из МИД РФ надо написать: в государствах, где уже имеются определенные, сложившиеся крупные русскоязычные группы населения, где большое количество населения использует русский язык. Практически вот этим обозначен то, о чем это апелляция к тому, что говорил Владимир Владимирович в статье по национальному вопросу об исторической России. То есть вот этим понятием и отсылкой к нему, к русскому расселению, он обозначил существование территории расселения исторически сложившейся русского народа как связующего звена всех евроинтеграционных процессов.